Доброе утро! Мы едем на Ниагарский водопад. 7 утра сейчас. Очень сонно все. Там красивый рассвет. Как настроение? Утро, конечно, доброе. Посмотрите, какой рассвет. Не фокусируется. Ладно, я так покажу. Едем на Ниагарский водопад. Мечты сбываются. А вот какое солнышко восходит там. Очень-очень красиво. Вот такой у нас красивый рассвет. Очень красивые деревья. Ехать нам примерно 5,5 часов. Вот сейчас 7:20 уже. 7:20 утра сейчас примерно. Мы решили сделать несколько остановок, поэтому выехали заранее, чтобы еще успеть там время провести. Такие красивые виды. У нас вот тут первая остановка. И что заметили? Для велосипедов есть всякие инструменты. Можно починить. Очень удобно. Вот в таком красивом месте остановились. И есть еще карта. До Ниагарского водопада 470 километров. Тут вот как раз написано. Ветер очень прохладный, хотя солнышко красиво все. Посмотрите, вот тут вот жить, пожалуйста. И мост еще есть даже между домами. Какая красота вообще. Для тех, кто не любит людей. Маленький детур и зайти в кафе, кофе выпить, покушать. У нас поля вокруг. Даже лошадок видели, которые пасутся. Такие вот тут домики аккуратненькие, ухоженные. Солнечные батареи даже есть. В Тим-Корт взяли вот кофе. Очень хотели посидеть вот там вот у реки, но здесь вот все в домах таких очень миленьких, красивых. Нам не получилось. Мы специально доехали до сюда, но к реке выйти не удалось. Ну ничего, едем дальше.
здесь началась вот такая Хрен его знает. спидбанк. Speed Enforcement in Effect было написано. Вот. Ну, очень сильно помогает. Но, тем не менее, это интересно. Я так еще не Просто асфальт гулять не пойму. Вот начали подъезжать к Ниагаре. Пожалуйста, очень красивый знак. И все, сразу машин очень много стало. Везде пробки организовались. Практически подъезжаем к Ниагарскому водопаду. Мы уже совсем близко. Осталось ехать 13 минут. Честно говоря, виды не очень впечатляющие. Сейчас посмотрим, что на мосту будет происходить. Хотя вот здесь вот уже можно посмотреть, что открыт мост. И там пропускают большие корабли. Там даже барж тянет, если я правильно понимаю. Тягач. Все равно симпатично. Ехали в город, собственно, Ниагара Фоллс. Здравствуйте. Смотрим. Говорят, что население 95 тысяч человек. Ну, мы подъехали к отелю. Вот такой вот отель у нас. Очень интересный. Вот тут еще уже интересные номерные знаки, пожалуйста. Посмотрим, как в номере. Но мы, честно говоря, отель выбирали очень рандомно. Мы просто тыкнули, где не так сильно дорого было. Вот такой вот, вроде симпатичненький. Вот, идем гуляем по городу. Очень курортный городок. Там вот виднеется колесо обозрения. Пойдем? Да. Ой. Мы идем кататься на пароходе. Смотрите, какие виды. Это просто не видно. Сейчас сниму. Но это просто с ума сойти можно. Это так красиво. Маленький намек. Ну, это такая красота же. Ой. Мы вот тут вот на зиплайне тоже будем кататься. С ума сойти. Там выдали дождевики красного цвета, потому что вы в Канаде. А там Америка тоже в красных дождевиках. Представляете? Вот на той стороне, я не знаю, видно или нет, но вот так вот. Мы облачились. Ждем.
Ну, это просто супер. Там радуга появляется. Какая красота. А отсюда сейчас будем спускаться. Скатились на этом зиплайне. Очень-очень круто было. Мне прям понравилось. Андрею тоже. Но это было очень классно. Очень быстро. Супер просто. Даже не знаю, что сказать. Ну, день у нас насыщенный получился. Мы ехали 8 часов, потому что сделали детур, да. Потом налево. Потом покатались на круизе. Это было супер. Промокли. Ну, высохли уже, да? Ноги мокрые до сих пор. В общем, берите сменную обувь, если будете кататься на пароходике. Покатались на зиплайне, тоже очень круто. И сейчас пойдем в номер, чуть передохнем. Потом вечером будут салюты и подсвечивающийся Ниагарский водопад. Будем смотреть. Вот, получается, какой номер. Столик, холодильник. Кофе, сказали, можно использовать. Кофемашина даже есть. Вот, даже камин есть. Телевизор. Кровать большая довольно-таки. Что у нас в ванной? Вот такая. Ну, в принципе, очень прилично. Вот. Цену номера напишу, потому что я не помню. Но вообще вроде как очень... Ау! $185. 185 с налогами. Вроде даже ничего. Добрый вечер. Мы вышли посмотреть салют на Ниагарском водопаде и подсвечивающийся Ниагарский водопад. Да. Думаем, что будет очень красиво. Хотим попробовать посмотреть это все из Sky Tower. Но посмотрим. Мы билеты не покупали на вход. Подумали, что может будет купить там. Я надеюсь, еще продают.
Интересно так. Ну, мы сидим, ждем очереди, потому что все пришли смотреть салюты в башню. Поэтому, друзья, если придете смотреть салюты в башню, знаете, очередь на лифт после салюта огромная. Хотя, в принципе, вот прошло 15 минут, и люди поубавились. Сейчас мы пойдем. Так что не так уж и долго ждать. А то что-то я ною. Мне кажется, что Лас-Вегас вот похож на вот эту вот часть, честно говоря, где все мигает, все что-то светится, везде тебя куда-то зовут. Ну и вот такие вот места, да, тоже. You can hardly walk straight. Where you're headed, you're gonna need a shed load. У нас дождь. Но, кстати, сейчас-то он уже закончился, вон. Облачка чуть-чуть есть, прохладно. Кстати, вот у нашего отеля был бассейн, но в нем никто не купается, хотя вода там есть. Вот такой вид на вторых этажах. Очень симпатичненько. Сейчас идем завтракать и будем думать, что делать, потому что хотели сходить на хайкинг-трейл. Но в такую погоду по грязи у нас обуви нету ходить. Поэтому думаем. Скорее всего, сходим на Behind the Falls. Однозначно, да? Вот, сходим на Behind the Falls. И я еще хочу сходить на White Water. Как там называлось? Walk. Это около водопада, сверху, там, где он начинается. Вдоль него очень соорудили, в общем. A few moments later. Это вдоль водопада соорудили такую пешеходную зону. И можно походить, посмотреть, как там волны формируются. Мне интересно. Я хочу погулять чуть-чуть, потому что выезжать домой можно пораньше, но хочется еще чуть-чуть насладиться городом. Вот. Мам, привет. Мы зашли вот в такой буфет. Вот тут вот люди. И здесь все, что ты можешь съесть за $13. Вот вафли, 2 блинчика, бекон взяли, яичницу. Вот внутри то же самое. Вот Skylon Tower посреди бела дня. Но сейчас тучки, там вот еще какие-то казино. Мы, честно говоря, туда не ходили, потому что не очень интересно. И денег нет. Ну да. Сейчас планируем пойти все-таки на Behind the Falls. Очень интересно, как оно будет выглядеть. Так что подойдем сейчас еще раз к водопадам. Красивейшим, мощнейшим. Вот, кстати говоря, как поднимается лифт на эту прекрасную башню. Оттуда тоже открывается очень красивый вид. Чуть-чуть ушки закладывает, но вообще не сильно. Так что очень классный лифт. Кстати, по поводу парковок. Мы машину оставили около гостиницы, потому что у нас это было включено в стоимость номера. Но если не включено, здесь очень много всяких парковок везде по разным ценникам.
Около некоторых гостиниц мы видели, что можно на весь день машину оставить за $10. Вот здесь, около Skylon Tower, написано $15 на весь день. То есть, в принципе, парковку можно найти, если вы, допустим, не хотите гулять от гостиницы до всяких мест туристических и до водопадов. Но, если честно, пройтись хочется, потому что очень красиво и, в принципе, не так далеко оно все. Вот, а это путь прямо к водопадам от Skylon Tower. Все интересно, что это, мэрия какая? Не знаю. Может, это Сити Холл? Прикольно. А флаг какой? Это не Онтарио? Или Онтарио? Ну ладно. Знания о Канаде отсутствуют. Конечно, водопад огромный. Вот там еще тут не видно из-за капелек, которые поднимаются. Но это супер. И вот это просто кайф. Огромный водопад, мощный, красивый. Собственно говоря, водопад. Там, правда, ничего не видно, потому что капельки поднимаются. Но вот так быстро он течет. Это просто с ума сойти. Это так круто. И очень-очень быстро. Вот здесь очень много всяких сувениров. Мы, правда, не смотрели. Я посмотрела кепку, которая стоит $30. И поняла, что не сегодня. Но это красиво. Мы вот пришли на Journey Behind Falls. Здесь очень много информации, которую мы не успеваем читать, потому что не хотим задерживать людей, которые будут сзади нас идти. Поэтому просто, если будете стоять в очереди, вы знаете, там еще вот фотографируют. Знаете, что можно, есть что почитать, есть чем заняться. Идем дальше. Выдали желтые дождевички. На пароходах были красные, здесь вот желтые. Ну, симпатично. Написано вот Ниагара Фоллс. Ниагара Паркс. А, да, Ниагара Паркс. Очередь, кстати, быстро двигается, поэтому все очень круто. Тоже рукава мокнут, потому что Вот как у меня. Да, пончо, оно не закрыто. Можно сделать вот так вот, сделать свои дела, необходимо показать на водопад. И потом опа, все, ничего не мокнет, все сухо. Ну, Сухо, пожалуйста. Да. Патентуй. Патентую. Вообще, в целом,
Вот. Мне кажется, там, в этом квартале, там больше Побольше. водопада, да, ощущается. Да. Вот. Шумит сильнее. Ну да. Вот здесь вот очередь. Это вот как раз посмотреть водопад. А так, сзади, ну, вот следующий вход, он, конечно, сильнее. Но это круто. Мы не пожалели, что пошли. Вот здесь вот мы брали билеты в этом здании и ходили на Behind the Falls. Вид, конечно, открывается шикарный. К этим гусям, в принципе, уже привыкли. Боже мой, полчища. Не очень они уже удивляют, честно говоря. Он их как-то разбросало очень. Но, конечно, огромное их количество. Как мы выглядим, когда я это все снимаю. Ой. Вот такая вот тропа. Вот в таком красивом месте, а вот там водопады. Вот так дальше подниматься нужно. Очень-очень красиво здесь. Мы выезжаем домой. Посмотрим, сколько дорога в этот раз займет, потому что, когда мы сюда ехали, у нас заняла дорога где-то 8 часов, может быть, даже побольше. Но это из-за того, что мы много остановок делали и захотели заехать посмотреть озеро Онтарио. Сейчас мы, конечно, так делать не будем, поэтому поедем по бесплатной дороге и посмотрим, сколько в этот раз займет дорога до Оттавы. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow. Мы вот въехали в Торонто. Ну, тут какое-то огромное количество машин. Вот. Это, в общем, получается, что в Торонто мы сейчас едем в воскресенье, вечер уже. Сколько времени? 4:30. И вот это огромное количество машин, и здесь пробки. Ну, собственно, тут видно, что движемся медленно, хотя ограничение скорости 100. В общем, интересно, каково это живется в Торонто. Мне кажется, я, конечно, по Оттаве еще не ездила в такие часы, но ощущение такое, как будто бы в Оттаве таких пробок нет. Можно поесть. Так, Ну, серьезно. тихо. Мы заехали. Я поеду скоро. Хорошо, взяли еду. Мое имя написали правильно, кстати говоря. Я вот не любитель Starbucks, но решила попробовать пекан латте. Посмотрим, как оно будет. Вот такое очень красивое место. Холодную? Да, холодное взяла. Решила холодное взять. Вот, много кафешек, какой-то маркет даже есть.
В общем, остановка. Перерыв. Мы уже выдвигаемся домой. Я все-таки думаю, что можно пекана было бы побольше в это латте добавить. Но очень красиво. Мы уже едем домой, машины едут. Вот. Но опять же, попробовать стоило, в принципе. Ну что, друзья, мы приехали обратно в Оттаву. У нас, кстати, путь этот занял так примерно, как и было написано в навигаторе, 5,5 часов. Да? Вот. Это если без отклонений ехать прямо по дороге, которую маршрут предлагает. Нет. В целом, что хочется сказать. Очень крутой опыт. Мы бы еще раз ездили, мы и съездим еще очень-очень много раз, потому что эти водопады, конечно, надо смотреть самому. Ни одно видео не передаст эту красоту и мощь этих водопадов. И вообще, что заметили, в первой половине дня людей вроде как поменьше. И очереди поменьше, в принципе. А вот во второй половине дня уже, когда огоньки начинают загораться и все вот это вот красиво становится, оно и так красиво, естественно, вечером все загорается и как будто бы праздничнее оно все. Там людей, конечно, побольше и очереди побольше. Но вообще это,